Дикий остров, заброска, нереальная рыбалка. Погнали! Мы отрофеились по Хариус. Килограмм, красавец. Полчаса рыбалки. Есть. Все это, по сути, вот с одной лунки. Вот такой вот прекрасный сижок. Сейчас будем его коптить. О, вот что из этого вышло. Это и икра Хариуса. Вот такое вот прекрасное копчение, красивейшее. Привет, друзья! Начало апреля. По всей России аномальная теплая весна. Мы не хотим отпускать зиму, и поэтому мы отправились в уникальное место. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Мы находимся на границе полярного круга. Это одна из самых уникальных рыбалок в это время года. Поехали! Распаковываем аэролодку. Загружаем вещами. Впереди большой переход по льду. Двигаемся, поехали! Я оттуда слил маленько, не думаю, что там. Я слил туда генератор. Оттуда маленько слил. Мы находимся в Северной Карелии. Пя-озеро, граница полярного круга. Узкий север. Вот в таком уникальном доме мы будем жить. Более того, в нашем распоряжении классная баня таежная. Вот как выглядит сама баня. Друзья, это просто рай. Тайга, нет связи, дикий остров, заброска, нереальная рыбалка. Погнали! Приехали проверять жерлицы на налима, также будем стучать. Ваши ставки. Ни одного флажка не вижу, значит там все сидят уже и ждут. Просто неактивные. Тогда пойдем. У нас первый налим. Первый налим. Пожалуйста, 2 килограмма. Друзья, ну вот такой красавец. Не успели расставить все жерлицы. Класс. Полчаса рыбалки, расставили 12 жерлиц в процессе расставления. Так, что, проверяем. Есть. 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 По ощущениям килограмм 8. По факту 700 грамм. По факту он тащит, пойдет По факту разматывать. 700 грамм. Ну, слушай, в наш я сказал, что Да. Тут интересно. лед кто-то не пробил, блядь. Отпускаем. Закуска.
Полная вымотка. Это зацеп, ребята. Зацеп. Малинчик вот у нас тут малюсенький, но тем не менее. Вперед. Это кайф. Пришло время возвращаться на базу. А у нас там красота, и баня, и тихий лес. Все исключительно на дровах. От этого и на душе как-то теплее. В правильной таежной бане всегда есть окно. С шикарным видом. Баня готова, друзья. Напишите в комментариях, а как вы топите свою баню? Скажите какие-нибудь фишки банные интересные, которые можно делать вот в таких вот походных таежных условиях. А впереди новый день, завтра предстоит большой переход. Ну что, ребят, едем искать Хариуса. Погнали! Приехали на первую точку. Здесь точно должен быть Хариус. Места выбираем с каменистым дном и мелкие. Пробуем на мормышки черно-золотого оттенка и обязательно на червя. Вот, не успел снять, но мы отрофеились по Хариусу. Вот такой вот под килограмм красавец. Красивейший. Продолжаем. Хариус – ценная рыба. Предпочитает каменисто-галечное дно. Основной ареал Сибирь, от Оби до Чукотки, Урал, Карелия, Мурманская область, бассейны Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Рыбалка бывает разной. Ну вот здесь вот на Пеозере она бывает и такой. Хариус грамм 800 и сижок грамм 300-400 точно. И все это по сути вот с одной лунки. Продолжаем. Тик.
грамм на 400. Продолжаем. Сик предпочитает глубокие ямы, но весной и осенью выходит на мелководье. Вот такой вот прекрасный сижок. Сейчас будем его коптить. Мерные сижки 400-500 грамм. Ну а вот что из этого вышло. Идеальный золотистый. Разделывать рыбу. Вот такой вот у нас улов. Хариусы. Несколько наливов. Сейчас попробуем вскрыть эту рыбу. Посмотрим, что у нее внутри. Такой мерный хариус. Хороший. Ну а пока наша рыбка коптится, мы принялись готовить ужин. Приятного нам аппетита! За долгие годы мы поняли, что самая вкусная рыба – это копченая. Когда ты свеженькую подсолил и красиво, с золотистым цветом закоптил, с ароматом, с дымком на щепках ольхи. Ниже прокоптился. Давай. Стой. Для того, чтобы вы просто понимали, насколько чистый здесь воздух, по всему лесу, абсолютно везде растет вот такой вот канадский мох. Или, как его называют, местный индикатор свежего воздуха. Просто посмотрите на это. Вот весь лес, собственно, вот в таком, все ветки, в такой вот паутине. Вот сегодня, когда проснулись, разум был максимально светлый, настроение приподнятое. 7 часов сна, а спал как будто бы, не знаю, 2 суток. И, кстати, воду всегда пьем из озера. Всегда. Ледниковое озеро, в него попадает огромное количество горных ручейков. Вода чистейшая. Ну а все хорошее когда-нибудь заканчивается и остается долгое, приятное послевкусие. Именно с таким послевкусием и мы уезжаем домой. Не теряя времени даром, мы успели заготовить целую артель вкусностей. Это и икра хариуса, и печень трески консервированная. Вот такое вот прекрасное копчение, красивейшее. А самое главное, друзья, это сик. Сик, хариус, как свежесоленый, слабой соли, так и копченый. И теперь нам будет вкусно. Друзья, напишите в комментариях, как вы заготавливаете рыбу. Что вы с ней такого интересного делаете. Выберем самый интересный рецепт и обязательно в одном из следующих роликов приготовим по вашему рецепту. Ну а мы погнали домой.